Вот эта длина, просто кошмар, как можно было себя до такого довести. И, скорее всего, это первое, что приходит в голову, когда видишь вот такое страшное до. А страшное до – это ногти моего мужа Антона. Я думаю, что все его уже знают. И так бывает, когда занимаешься переездом, когда у тебя плотный график, туда-сюда нужно покататься, много работы. И в итоге в какой-то момент ты просто очухался, а у тебя ногти об пол уже стучат, пока ты ходишь. Поэтому будем все убирать. Для начала возьмем кусачки. Я, кстати, использую кусачки от TechSnip. Картинку также выведу сюда сбоку. И это прикольная модель, которую я советую приобрести для домашнего использования. Очень уж они удобные. У меня дома такие есть всегда. Ну и дальше наш главный герой видео – это жидкое лезвие от Domex. Очень классная штучка, которая круто размачивает, увлажняет, в общем, убирает пыль, короче. И это такой мягкий кератолитик. Ну, вообще он многофункциональный, на самом деле, достаточно. Но первое, что мы им сегодня будем делать, это доставать наши, простите, какашули из-под ногтей. Ну, вы знаете, да? Подногтевое содержимое. А копится его у Антона постоянно очень-очень много. У него такая немножко нестандартная форма ногтевого ложа на большом пальце, и когда ногти отрастают, в этих уголочках просто залежи, по-моему, какие-то невозможные, но давайте будем рассматривать. Там, кстати, и носки тоже бывают, ну, все там случается. Но я, честно, когда увидела, что у него там на ногах, я говорю, слушай, говорю, только не стриги сам, я говорю, давай сделаем педикюр, хотя бы покажем, что такое бывает, и не обязательно быть для этого, например, ну, как все думают, бомжом или еще кем-то. Но просто это нормальное человеческое состояние, когда под ногтями что-то скапливается, когда они отрастают, и все это подвергается обработке, и не так, на самом деле, сложно с этим справиться. Если есть несколько необходимых инструментов, такие как, например, кюретка, без нее я просто не могу жить, я считаю, что педикюр без кюретки невозможен. Я вот не вижу здесь вероятности поковыряться пушером или апельсинкой, это крайне неудобно. А вот кюреточка с мягким краем прям самое то, что нужно. В общем, выковыриваем все из-под ногтей, и, наверное, уже прям сильно бросилось в глаза непонятно, что на ногте, да, какой-то то ли налет, то ли шелушение, то ли расслоение. И, честно говоря, когда я их увидела, я такая думала, блин, а что случилось с ногтями, в какой момент я это упустила? А потом я вспомнила, что на прошлом педикюре мы делали матовое лаковое покрытие, и, конечно же, мы его не стерли. И вот так вот лак обтерся спустя, по-моему, месяца 2. Я не знаю, мы очень долго не стригли эти ногти, в общем, ничего здесь ужасного нет, это просто старое лаковое матовое покрытие. А вот то, что вы наблюдаете сейчас, это раскачивание или такое, так скажем, немножко подвытягивание вот этой лишней кожи. Это делается с помощью пинцета, но хочу сказать, что делается только профессионалами, поэтому не советую ничего вытягивать, можно сделать дырку. Дырку, кстати, я тоже сегодня сделаю, здесь все по классике, если я делаю педикюр Антона, обязательно в нем какая-нибудь дырка да останется. Ну а пинцет у меня также был от Nippon Nippers, и особенность подологических пинцетов заключается в том, что внутри, на той части, которая держит, у них есть зубчики. Прикольная штука. Ну а дальше переходим уже к обработке непосредственно самой кутикулы. Здесь я буду использовать безопасную фрезу от торговой марки Biotech, это Magic Beats. Это прикольная фреза, которая на самом деле является твердосплавной, как те, которые для снятия, но при всем при этом она имеет абсолютно тупые грани. И казалось бы, штука совсем бесполезная, но на самом деле она очень сильно пригождается в педикюре, да и в маникюре тоже. В общем, везде, где карман сложно раскрывается, безопасная фреза решит эти проблемы. А дальше капля, но не педикюрная, а маникюрная. Я уже показывала мизинчик с этой фрезой, сейчас показываю большой палец. Показываю, кстати, отдельными видео, потому что тогда бы слишком длинно получилось. И тут у нас есть сюрпризик. Дело в том, что валик трется о боковую стенку ногтя, и, естественно, помимо того, что там всякое скапливается, там есть еще небольшая... Ну, небольшое такое уплотнение, похожее на мозольку. И вот фрезой я его раскрыла. И, как говорится, своего мужа не жалко. И, конечно, сделала в нем небольшое отверстие, которого там быть не должно. Но так как я не скрываю своих косяков, вот я совершенно спокойно его показываю. Такое случается. Но у меня просьба, если это случилось, то, пожалуйста, обработайте ранку верно. А именно промойте перекисью и дальше пройдитесь либо эндожи номер 4, либо капрамин берите, в общем, любое средство, которое является кровоостанавливающим. Но на самом деле это не критично, прошло, кстати, уже где-то
не знаю, по-моему, недели полторы с тех пор, как я сняла это видео. А Антон в порядке, с ним все хорошо, палец не отвалился, жить точно будет. Поэтому считаю, что это совершенно не смертельно. Также показываю обработку еще второго пальчика, потому что из-за большой длины боковые стенки ногтей натерли всю кожу. Видите, получились такие, ну, неприятные борозды, которые нужно обязательно вычистить, потому что это доставляет дискомфорт. Также одной из фишечек сегодняшнего дня является шлифовка ногтевой пластины с помощью алмазной фрезы. Если алмазная фреза имеет ровную, как ее, щечку, что ли, назвать? Ну, короче, вот эту ровную часть, по которой я прохожусь по ногтю, то, в принципе, с помощью нее легко можно подготовить ноготь к покрытию, либо просто зашлифовать. В моем случае я снимаю остатки лакового покрытия, потому что элементарно не хотелось идти за отстоном, у меня его под рукой не было, поэтому справилась так, как было. Дальше с помощью жидкого лезвия, которое выглядит просто как магия, я убираю всю пыль. Это, кстати, одна из его функций. И после того, как пыль у нас убрана, сразу видно, что и где нужно подрезать. С помощью кусачка я убрала кутикулу. Ну, как бы на супер ровный срез, конечно, здесь надеяться не приходится. Но, кстати, на Антоне у меня никогда не получается какого-то прям такого супер классного педикюра. Я думаю, проблема в том, что я все время пытаюсь сделать лучше, чем надо. Как говорится, лучше враг хорошего. Вот, кстати, дырка уже прям блистает нам в кадр. Ну ладно, сделаем вид, что мы ее сейчас не видим, потому что я сейчас буду выполнять шлифовку. Я взяла силиконовый карбидный шлифовщик, также он от Biotech. А если носик вашего шлифовщика вам кажется слишком острым, то легко можно его обработать с помощью пилочки, и он закруглится. И также в работе у меня сейчас масло молекулярное. Это один из вариантов шлифовки. В принципе, можно любое масло нанести, но в педикюре чаще всего мы используем такое. Оно прекрасно подходит для шлифовки пяток. Можно шлифануть ногти, кутикулу, да, в принципе, все части стоп и рук, которые захочется отшлифовать. Я, если честно, часто не использую вот именно такую схему, но так как тут у нас покрытие не предполагалось, я решила зашлифовать именно таким образом. После того, как шлифовка будет окончена, нужно с помощью салфетки убрать лишнее масло, ну, чтобы просто не было жирного носочка, потому что будет элементарно неприятно. И, в принципе, наш педикюр на этом готов. В конце антисептик, и вот такие вот красивые ножки у нас получились. На дырку не смотрим, вы помните, да? Ну, как бы со всеми бывает, со мной тоже. Напишите, кстати, в комментариях, кто еще своих мужей не бережет.